Не работает, когда кто-то не хочет их выполнять, правильно? Не работает. Это же не, Давай это же не закон спросим у природы. Ну и европейцев нет. Зигмунта как раз. Это вопрос, как вы сказали, к европейцам. Почему Минские соглашения, гарантами которых является и Европа, не работают? У вас есть объяснение? Никто не хочет, как Европа это видит, никто не кстати? хочет их соблюдать. Мне кажется, давайте начнем с России. Россия заинтересована, Конечно, да. чтобы разморозить этот Естественно. конфликт? Конечно, ВСУ нет. стреляет по Горловке, Нет, давайте начнем с Анатолий, России. А вы как Логично. гаранты что-то Пожелайте, делаете для извините. этого? У меня большая Ну, у нас просьба. дискуссия. Хорошо, Зигмунд. Понятно, Мы но спрашиваем. сразу после первого предложения вы решили... Хорошо, меня давайте. перебить. Зигмунд, Так что- продолжайте. Окей. Вот давайте посмотрим на это с российской стороны. Россия заинтересована, чтобы разморозить конфликт в Восточной Украине? Конечно, нет. Потому что цель России это не Донбасс, а цель России это привлечь, это опять взять под свой политический контроль Киев. Вот все. Теперь с украинской стороны. Украина по ходу можно заинтересована... вопросы? Да. Давайте я договорю. А то я забуду. Украина Ладно, хорошо, я заинтересована, запишу. чтобы разморозить этот конфликт и как бы сдаться. Конечно, она не будет сдаваться и не вывесит она белый флаг. Это все очень просто. А Поэтому... Минские договоренности — это белый флаг. А Нет, подписывать зачем? Нет, но Россия... Подписывать зачем? Тогда их подписали, чтобы прекратить боевые действия, Гениально. чтобы избежать больших человеческих жертв. Минские соглашения, мы видим сейчас, что они работают. Я согласен с Яниной, они не работают. И они не работают по ряду причин. В том числе, в первую очередь, потому что Россия не заинтересована в том, чтобы это завершилось сейчас. Вы про на этой всех стадии. сказали, вы про Европу не сказали, которая Да и является про Украину. гарантом. Тоже, конечно, Вот в вы этом за играет. Европу О чем вы ответьте. говорите? Конечно, Европа заинтересована в том, чтобы Украина сохранила свою территориальную целостность. Что в этом плохого? Нет, Да это нет, очень, прекрасно. ничего плохого не подождите. Только Иди, почему Зигмунд. обстреливать продолжают? Вот объясните, каким образом это одни и связано? другие, отстреляют и одни, и другие. Вы поднимите сводки украинские, вы каждый день будете читать... Зигмунд, о тот же каких-то самый вопрос, который жертвах с Александр задал украинской Янине. стороны. Вы много знаете мирных жителей, которые в последнее время погибли с стороны Но Украины? у Украины больше возможностей, потому что территория большая, расселить всю эту территорию. То есть немного, ЛНР и то есть ДНР никого. нету, потому что территория А там маленькая. гибнут. Хотя нужно было бы, если люди там находят, нужно было бы их оттуда Зигмунд, вывести. послушай, у меня только одно, как бы, ну не то чтобы замечание. Это же не шашки, понимаете? Вот мы так обсуждаем. Ну, эти расселили, а этих не Ну, повезло. реальная ситуация, Это не мы- шашки, послушайте. Не вот вам шашки, сказали, не, да? не, печально, это С не начала года шашки. погибло больше сотни мирных людей. Больше сотни мирных людей. А мы с вами оперируем такими терминами, говорю, как будто мы в шашки играем. Даже не в стоклеточные. Мол, этим выгодно то. Значит, Москва пытается взять под контроль Киев. Я не очень понимаю, каким образом, значит, по вашей, наверное, изощренной логике, провоцируя ВСУ на обстрелы Горловки, каким образом Москва приближает грядущий политический контроль над Киевом? Можно мне понять? Ну, я бы сказал еще раз, я буду повторяться, Москва заинтересована в окончательном решении этого конфликта, только таким образом, когда в Киеве там будет избран президент, который лучше подойдет, или Украина переориентирует свою политику. А Ей почему вы нужен не про... белый Я понял. флаг с украинской А стороны. почему ни про кого не сказали? Вы сказали про Россию, которая, я хочу напомнить, на всякий случай, не является стороной Минских соглашений. Вы сказали, вы про что сказали? Но вы не сказали ни про, так сказать, роль Украины в этих обстрелах. Вроде ее нету. Вроде это как дождь. Обстрелы выпадают, как я говорю, как снег или град. Кстати, это град. война, там идет война. Понимаете, что это война? Понимаю. Когда Гражданская. есть там два противника, которые обстреливают друг друга. Идет война, они защищают свою Хорошо, идет- территорию. они так, хорошо. Они защищают свою территорию. Дончане и луганчане, да, защищают свою территорию, это совершенно справедливо. Но еще вы не сказали ни слова про Европу. Вы сказали это только одну формулу, она слишком универсальная, на мой вкус. Ну, Европа заинтересована в сохранении территориальной целостности Украины. Сейчас, что в этом плохого? Это очень хорошо. Но что Европа деятельно, так сказать, производит для того, чтобы соблюсти Минские Или вы договоренности? просто наблюдаете, гарантами наблюдаете которых тогда до выступает, какого, где и всё пределы прочее. Ну, ваших что Европа наблюдений? Вы делает? прекрасно понимаете, что возможности Европы тоже ограничены. Мы же не можем нажать какие-то кнопки, чтобы в Кремле изменили свою позицию. У нас таких нету рычагов влияния. Это же комплексный процесс. Это все Понятно. стороны должны... А когда как бы вы найти точки вмешаетесь в этот соприкосновения. процесс? Есть точка какая-то? Ну, где вы понимаете, когда вы не сможете, так сказать, это просто наблюдать так. У этих так, ну война. Когда вы вмешаетесь? Что для этого? А как вы предполагаете, мы должны вмешиваться? А я не знаю, вы же гарант должен Нет, что-то как пожалуйста, бы пожалуйста. пытаться сделать. теперь говорите, Заставить, говорит Максим, оказывается, Послушайте, возможно. Зигмунд, одно жесткое заявление
со стороны консолидированной Европы, одно жесткое заявление в адрес Порошенко и киевских властей, я думаю, я не то чтобы думаю, что решит всю проблему, но, по крайней мере, то, что сделает, то, что ослабит это напряжение, безусловно. Но ни одного жесткого, недвусмысленного и осуждающего заявления из Европы нету. Европа предпочитает, ну, судя по словам Зигмунда Дженджеловского, который, наверное, не всю Европу представляет, а свою личную там, ту точку зрения и мнение, да, но тем не менее, это философское такое осознание. Посмотрите, видите, как конфликт идет, снаряды стреляют, летят, орудия стреляют, это война. Философия сплошная. А люди гибнут. А люди гибнут, причем с одной стороны. Я могу расплакаться. Конечно, я буду плакать вместе с вами. Что я, думаете, что я конченый циник и вообще у меня... Конечно, это печальная история, очень печальная. Все эти конфликты очень печальные. Ну, вы но можете решить политически, вопрос. как Вы, мы можем Европа, его- как мы повторяю, можем- одно в Кремле сидит жесткое человек, заявление в Кремле сидит решит человек, проблему. который В смотрит на эту одночасье.